Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре комбо для акустических гитар Orange Crush Acoustic 30. Что же представляет из себя этот комбо? Это классический двухканальный комбо для акустических гитар. Он обладает выходом 30 Вт и динамиком 8 дюймов с конусом Weezer. Давайте посмотрим на приборную панель этого усилителя и посмотрим, что там вообще есть. Соответственно, верхний ряд предназначен для входа гитары. И можно увидеть, что сверху, собственно, этот вход гитары располагается. Первые две ручки — это общая громкость, к слову, да, для обоих каналов. И вторым идет нотч-фильтр. Соответственно, общая громкость, нотч-фильтр. Что такое нотч-фильтр? Это фильтр, который вырезает какие-то частоты в среднем диапазоне. Соответственно, циферки показывают, какие конкретно частоты будут вырезаны, что очень полезно для пьезы и для акустических гитар в целом. Можно сделать звучание гитары чуть понатуральнее. Давайте посмотрим, как это влияет на звук. Оставлю приблизительно как было. После чего на верхнем ряду идет трехполосный эквалайзер и гейн. Собственно, очень классический вариант, практически как на всех других усилителях. Можно покрутить низа или верха, низа, серединку и высокие частоты. А в левом нижнем, соответственно, крае нашей приборной панели есть управление всеми эффектами. Здесь есть уровень эффектов, бленд между двумя каналами, соответственно, можно сделать побольше ревера на гитару, поменьше на вокал, или наоборот, и выбрать между двумя эффектами. Первый эффект — сейчас попробую отключить сначала вообще все. И к этому отключенному эффекту можно добавить ревер. Можно добавить его и настолько много, можно добавить и поменьше. И, конечно же, хорус. Такая стандартная двоечка для любого акустического комбика. Остальные оставшиеся три ручки у нас отвечают за второй вход для микрофона. Он, соответственно, это комбинированный джек XLR, в зависимости от того, какой конкретно у вас провод для вашего микрофона. Соответственно, полезно знать, что здесь есть фантомное питание. Это значит, что можно подключить не только обычный микрофон динамический, там, не знаю, ваш старый добрый Шурик, но и можно подключить какой-то конденсаторный микрофон, которому, собственно, нужно внешнее питание, и этот комбик может его обеспечить. Кроме того, у входа на гитару есть еще две дополнительные кнопки. Давайте посмотрим, что это такое. Это Color. Соответственно, мы добавляем или срезаем какие-то частоты, меняем окрас. И, кроме того, есть пэд. Пэд — это изменяет громкость. Если вам нужно погромче, отжимаете пэд, и вот у вас уже усилитель в 2 раза громче. Соответственно, если вы не только занимаетесь дома, а еще и хотите поиграть с этим усилителем на улице, то чем громче, тем лучше. Ну или не знаю уж, какой у вас там дом. Может быть, он настолько огромный, что вам нужен по-настоящему громкий усилитель. Или соседи настолько дурацкие, что хочется дать им послушать, как вы занимаетесь. Соответственно, дальше перейдем уже к входам-выходам, посмотрим, что там.
Выходы из этого комбика такие. Есть балансный XLR и линейный джеком. Балансный хорош тем, что можно нажать кнопочку Ground Lift, если появляются какие-то лишние звуки, фон, то Ground Lift обычно в этот момент помогает. И кроме того, есть посыл-возврат для подключения эффектов внешних, которые вам нужны. Они обычно идут после эквалайзера, соответственно, реверы и дилей обычно звучат так лучше. Если у вас есть внешний, подключайте их лучше все-таки в петлю. Так вот, про балансный выход и зачем акустическим усилителям нужны они вообще в принципе. Обычно на концертах акустические гитары не подзвучивают микрофоном, как мы здесь. У нас здесь микрофон состоит для того, чтобы показать, как звучит этот комбик для вас, соответственно, в комнате. Но по факту на концертах гораздо лучше забирать звучание акустики напрямую из балансного выхода. Так будет звучать лучше и чище. Обратите внимание, так что басисты обычно делают. Давайте послушаем. Сейчас вы слышите звук микрофона. А теперь вы слышите звук из XLR. Легко можно услышать, что XLR звучит так же хорошо или даже лучше, чем микрофон. Для акустических инструментов звучание динамика не принципиально в звуке, в отличие от электрогитар. Вот электрогитары так ни в коем случае делать. С электрогитарами так ни в коем случае делать нельзя. С акустиками, пожалуйста, делайте. Это облегчит задачу и вам, и звукорежиссеру. И, конечно, мы не могли не показать, как работает этот комбик с микрофоном, поэтому мы взяли SE Electronics V7, динамический микрофон, воткнули, и теперь вы слышите меня через микрофон. Мы можем покрутить высокий и низкий, пока что делать этого не будем, и, конечно же, можно покрутить громкость. Но самое главное — это эффекты. Давайте послушаем, как это будет звучать. Для этого я поменяю полностью микс на микрофон. Итак, у нас добавился ревер, теперь у меня эхо. Лирические песни звучат гораздо более лирично. Или же можно добавить хорус, и теперь мое непопадание в ноты, когда я пою, можно скинуть на хорус. Вот так-то. Если вы ищете комбик для акустических гитар, стоит рассмотреть и вот такой вариант от компании Orange. Он показал себя довольно уверенным, в нем есть все необходимое, и он еще и довольно компактный, легкий и громкий. Так что послушайте комбик, когда будете в следующий раз недалеко от магазина Pop Music. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Конечно же, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Пока-пока. Вот так комб-усилитель звучит с микрофона, Ага. вот так вот вы слышите обработанный сигнал с диавидом. Да. Вернее, с XLR. Ну давай, короче. Запись идет. Да. Поехали. Угу. Туда посильнее развернись. Не, давай обратно. Сейчас, стоп. Давай. Ты пишешь, Вась?